Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт замечательного торта, опять-таки из старых 80-х годов. Этот торт я пекла очень часто в Баку, и живя сейчас в Греции, я его тоже продолжаю печь достаточно часто, на все почти праздники. Он вкусный, он совсем несложный в приготовлении. Этот торт называется «Мужской идеал». Первый раз я его испекла, по-моему, в 83 году. И уже сколько лет я его пеку, и этот рецепт не абсолютно, я его не изменила, оставила какой он был, и он получается замечательный, мои дорогие. Рецепт несложный, очень легкий в приготовлении. Я вам сегодня объясню все подробно, и у всех получится. Никто не бойтесь начинать печь, потому что это очень легко и очень интересно. Ну что, мои дорогие, начнем? Сегодня я начинаю приготовление торта с орехов. Нам нужно будет взять 100 грамм грецких орехов и крупно их порезать. Орехи я не обжариваю. И вы их, конечно, можете просто-напросто измельчить в блендере. Но вот так крупно порезаны, они чувствуются в креме, в тесте вернее, и получается намного вкуснее. Орехи мы уже порезали и отложили в сторону. Сейчас начнем заниматься тестом. Для теста нам нужно будет взять 5 яиц, щепоточка соли и 1 стакан сахарного песка. Нам нужно будет все это быстренько взбить. Взбиваем абсолютно недолго. Все это можно сделать и венчиком. Но миксером намного легче и быстрее. 200 грамм сахарного песка добавляю и взбиваю буквально до побеления яиц. Сегодня я вам показываю очень легкий рецепт и очень вкусный торт будет. Вот так яйца у нас уже готовы. И сейчас сюда я добавлю 2 столовые ложки меда. Мед у меня жидкий. Если у вас мед густой, вы можете его прекрасно растопить на водяной бане или в микроволновке. 2 столовые ложки. Всю раскладку в граммах я дам внизу под видео. И сейчас нам нужно будет еще раз хорошенько перемешать мед с яйцами и сахаром. Духовку включаем разогреваться, как только начинаем делать тесто. Здесь у меня 1 чайная ложечка соды. В оригинальном рецепте идет сода, поэтому я сегодня кладу именно соду, которую нужно будет погасить уксусом. Но если вы не хотите класть соду, если вы ее просто не любите, и если просто-напросто ее нет у вас дома, вы можете положить разрыхлитель. Ванилин или ванильный сахар. И еще раз перемешиваем. Хорошенько перемешиваем все. И сейчас я буду добавлять муку. Мука у меня уже просеянная, ровно 350 грамм муки. Я муку добавляю 2 этапами и перемешиваю уже лопаточкой, уже даже без миксера. Сегодня этот рецепт, который я вам показываю, он очень легкий, абсолютно несложный. Мы будем выпекать не весь этот медовый бисквит, мы будем выпекать не 1 коржом, а 3 коржами. Поэтому он получится у всех. Абсолютно несложно. И вот такое тесто у нас получается в результате. Как очень-очень густая такая сметана, видите? Форма 26 сантиметров. На дно я постелила пергаментную бумагу и приблизительно 1/3 теста отправляю в форму. Духовка у нас уже разогревается, как я вам сказала, на 180 градусов. Нам нужно будет выпекать. Распределяем тесто равномерно по форме. И сверху нужно будет насыпать приблизительно 1/3 от орехов. Если вы чуть-чуть больше насыпьте на 1 корж, на другой чуть-чуть меньше, ничего страшного, конечно, не будет. И поэтому я в этом рецепте орехи не обжариваю, так как они идут наверх, они поджарятся автоматически у нас уже в духовке вместе с коржом. Пока печется корж, сделаем сироп. Для сиропа нам нужно будет взять 12 столовых ложек. Это приблизительно 20 мл горячей воды, кипяток нам нужно будет взять. Просто у меня написано в ложках, и поэтому я вам сегодня показываю именно в ложках. 12 ложек столовых. И сюда я добавляю сахарный песок. 8 столовых ложек сахарного песка, это приблизительно будет где-то 160 грамм.
Если у вас вода холодненькая, вы можете просто-напросто вскипятить, довести до кипения этот сироп. Но я это делаю кипятком, получается намного быстрее. Нужно будет просто размешать хорошенько, чтобы сахар полностью растворился в воде. И добавляю сюда 2 столовые ложки коньяка. Можете добавить ром, можете вообще ничего не добавлять, но с коньяком получается очень-очень вкусно. Сироп уже у нас готов. И корж у нас уже выпекся. Выпекается корж ровно 15 минут. Как только он станет вот таким румяным, мы его вынимаем. Я его остудила буквально чуть-чуть, пока еще форма даже горячая, и вынимаю. Коржи получаются мягкие и очень-очень нежные. Переворачиваю, снимаю бумагу. Видите, из-за того, что в тесте нету абсолютно никакого масла, ни растительного, ни сливочного, немножко бумага, хоть у меня и очень хорошая пергаментная бумага, но все равно бумага немножко прилипает. Вот такой корж у нас получается. Точно таким же образом нам нужно будет испечь и второй, и третий корж. Наливаю в форму опять-таки половину из оставшегося теста, распределяю равномерно и посыпаю уже половиной орехами. Вот так мы испекли 3 коржа. Посмотрите, коржи мягкие. Тесто очень это приятное получается. Медово-бисквитное, так сказать. Бесподобное. Пока у нас коржи отдыхают, так сказать, сделаем крем. Для крема нам нужно будет взять 200 грамм сливочного масла комнатной температуры и взбить его хорошенько. И сюда же нам нужно будет добавить 400 грамм вареной сгущенки. Добавляю вареную сгущенку. Масло взбейте буквально где-то 5-6 минут, чтобы оно тоже немножко побелело. Добавляю ванилин или ванильный сахар. Вот на этом этапе я вам скажу, что можете сюда добавить 2 столовые ложки коньяка. Тоже получается очень-очень вкусно. Но коньяк я сегодня не добавляю в крем. И вот такой крем у нас получается. Взбивается очень быстро. Вообще крем с вареной сгущенкой взбивается намного быстрее, чем с обыкновенной сгущенкой. Крем уже готов. Начинаем собирать торт. Нам не нужно будет оставлять коржи на ночь, абсолютно ничего, тут же собираем торт. Переворачиваем каждый корж ровной стороной наверх, и нужно будет хорошенько его пропитать. Опять-таки приблизительно 1/3 от всего сиропа на каждый корж пойдет. Вот таким образом. И теперь нам нужно будет приблизительно 2-3 столовые ложки крема. Крема немало, крема хватает. Именно на 26 сантиметров, на этот диаметр и на этот торт крема хватает. Просто-напросто смазываем крем не очень толстым слоем. Точно так же сироп и точно так же крем. На второй корж и на третий. Если вам немножко тяжело разделить крем на 3 части, можете сразу разделить крем ложечками на 3 части, чтобы не путаться, чтобы на каждый корж пошло приблизительно одинаковое количество крема. Торт получается достаточно высокий. И сейчас я его оставлю буквально на 5-6 часов, чтобы он у нас отдохнул. И сейчас я начну его уже украшать, оформлять. Здесь у меня 50 грамм, опять-таки, грецких орешков. В общем, уходит 150 грамм орехов. И я оставила целиком несколько штук, чтобы просто украсить. Из-за того, что крем, сгущенка с маслом, вы можете прекрасно этот торт оставить первую ночь на столе, не отправляя его в холодильник. Вот такой торт у нас получился. Он у меня постоял немножко. И сейчас я его буду резать. Самое главное, дайте ему пропитаться. Чем дольше он у вас будет стоять, тем он становится вкуснее. Коржи мягкие. Торт получается вкусный. Мои дорогие, попробуйте его. Мне кажется, это просто классика. Мужской идеал. Пекли тогда в 80-х, мне кажется, все. Вспомните этот рецепт. И если вы его никогда не пекли, попробуйте. Получится у всех, как я вам уже сказала.
Мои дорогие, пишите мне в комментариях, кто вообще знаком с этим тортом, кто его пек когда-то, под каким названием он у вас проходил в вашем регионе, в вашем городе, в вашей, так сказать, молодости. Мне очень приятно читать все ваши комментарии, мне очень приятно узнавать, кто знает мои рецепты, кто знаком с моими рецептами и кто их просто-напросто пробует. И вообще мне очень-очень приятно все это общение с вами. Пишите, откуда вы меня смотрите, подписывайтесь, если вам, конечно, нравятся все мои видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись, и будем дружить, мои дорогие. Зовите опять-таки всех, кого хотите угостить. Пробуйте этот замечательный торт. Всех люблю. Пока-пока. Приятного чаепития.